заканчиваются праздники и новогодние каникулы, и многие люди с трепетом душевным одним глазом заглядывают в свой банковский аккаунт. Какой ущерб нанес вам Дед Мороз со Снегуркой? Бизнесы считают январь мертвым сезоном. Большинство клиентов сидят на мели, никто ничего не покупает, у населения нет денег. Все сидят по домам и смотрят с тоской на свои выписки по кредитной карте. И думают, кто вообще придумал это зло и зачем. Ну, во-первых, давайте для начала разделим все пластиковые банковские карты на овец и козлищ. Потому что платежные карты бывают разные. Большинство из них принадлежат к двум основным классам – дебетовые карты и кредитные карты. Дебетовые карты присоединены к вашему основному банковскому счету. Когда вы расплачиваетесь дебетовой картой, вы тратите ваши собственные имеющиеся на счету деньги. Когда деньги кончаются, карточка перестает работать. Некоторые банки сейчас позволяют вам немного перебрать и залезть в минус, но это современное новшество, и оно не всегда существует. С другой стороны, расплачиваясь кредитной картой, вы тратите не свои, а чужие деньги, которые берете в долг, а потом вам нужно будет этот долг отдать. Если вы его не отдаете, на этот долг начнут начисляться проценты, и вам придется отдавать больше денег, чем вы изначально заняли. Между настоящей дебетовой и настоящей кредитной карточками существует еще несколько промежуточных вариантов. К примеру, в России сейчас очень популярны предоплаченные кредитки, поскольку настоящие кредитные карты не так популярны, как на Западе. Предоплаченная кредитка – это когда вы берете какое-то количество денег с вашего банковского счета и перекладываете их на другой вспомогательный счет, связанный с пластиковой картой, кладете на карту. И расплачиваясь этой карточкой, вы можете потратить только ту сумму, которую вы на нее положили. Строго говоря, это тоже такая разновидность дебетовой карты, потому что вы пользуетесь своими кровными, а не берете кредит. Но ее традиционно называют предоплаченной кредитной, потому что в старину, в 20 веке, их придумали кредитные компании для подростков, которым родители складывали какую-то сумму на их игрушечные кредитки, чтобы они могли вывести одноклассницу в молочный бар. Но постепенно обнаружилось, что и для взрослых людей такие псевдокредитки могут быть полезны, поскольку, если ее, не дай бог, украдут, то у бандитов не будет доступа ко всем вашим банковским счетам, как в случае с настоящей дебетовой картой, а только к этому вспомогательному счету. И сейчас предоплаченные кредитные карты широко используются всеми группами населения. Не путайте их с так называемой защищенной или обеспеченной кредитной картой. Это еще один подвид кредитки. Когда вам выдают настоящую кредитную карту, но она сцеплена со специальным счетом, куда вы обязаны положить некоторую сумму в залог. Если вы не расплатились по кредитке вовремя, банк сразу и без разговоров берет эту сумму из суммы вашего залога. Обеспеченные кредитные карты банки выдают, к примеру, студентам или иностранцам, которые недавно приехали в страну. То есть очень часто это ваша первая кредитная карточка. И вы будете пользоваться этой карточкой с залогом до тех пор, пока кредитная компания и банки не начнут вам доверять как взрослому и дадут настоящую кредитку, по которой вы начнете платить чужими деньгами, жить в кредит. Кредит существовал всегда. Люди начали брать в долг сразу, как только появился товарообмен. Всякий раз, когда обмен происходил в одну сторону, а в обратную по какой-то причине задерживался, это уже была форма кредита. Люди брали некоторую вещь или услугу и обещали вернуть ее ценность позже.
потому что у них случился неурожай, потому что они забыли дома кошелек, потому что корабль из колонии еще не пришел, потому что в охоту на мамонта пойдем послезавтра, а секс нужен уже сегодня. Фермеры брали в долг зерно в счет будущего урожая, мастеровые позволяли вам заплатить за их изделия, когда ваши покупатели, в свою очередь, заплатят вам. Лавки и таверны верили своим клиентам на слово и вели счет их долгу. «Запишите на мой счет», — говорил покупатель, и забирал товар, и выпивал свое пиво. А расплачивался, допустим, в конце месяца. Или когда умирал дядя-герцог и оставлял наследство. Как бедные, так и богатые люди могли жить в долг, просто суммы этих долгов различались. Кредиторы потом или униженно обивали пороги роскошных особняков, или приходили с полицией и выламывали дверь, в зависимости от вашего социального положения. Почему коммерсанты вообще шли на все эти риски и головную боль? Сначала верить на слово, а потом выбивать долги из клиентов. Потому что они надеялись на повторный бизнес. Если ты предоставишь покупателю кредит сегодня, когда у него нет денег, завтра, когда у него деньги появятся, он придет к тебе снова и купит больше. Но это касается преимущественно так называемого товарного кредита, когда в долг берется товар или услуга. В случае же денежного кредита, когда в долг брались деньги, мотивация была несколько другой. Магазин или трактир не штрафовали вас за то, что вы не расплатились сразу. Если вы сегодня выпивали водки на 3 копейки, завтра или в день получки вы отдавали хозяину те же самые 3 копейки. Никаких процентов на ваш долг не начислялось. То же самое касалось магазинов. Если госпожа титулярная советница за месяц набирала платьев и шляп на 20 рублей, в конце месяца ей выставляли счет на 20 же рублей. Совсем иная картина получалась, если она по какой-то причине брала в долг не вещи, а живые деньги. Почему у дамы вообще могла случиться такая нужда? По разным причинам. Но какие бы ни были эти причины, что-то в ее жизни явно шло не так. Например, ей нужно было срочно погасить предыдущий долг модистки, а у мужа попросить денег возможности не было, потому что он об этих покупках не знал и не должен был знать. Или, может быть, нашу даму шантажировал какой-нибудь Чарльз Агастус Мильгертон, в руки которого попали неосторожные письма, написанные ею в юном возрасте красивому, но бедному учителю. В любом случае, требовались наличные, которых у нее не было. И поскольку дама не являлась пароходным товариществом, то в банке ей суды бы не дали, и ей приходилось идти к ростовщику. Вообще ростовщики, которые давали деньги в долг под процент, в рост, существовали с незапамятных времен, еще до возникновения банков. Банк – это, в общем-то, ростовщик в форме учреждения. Отношение к ростовщикам в истории колебалось от терпимого к резко негативному. Философ Сенека, к примеру, занимался ростовщичеством в свободное от написаний моральных трактатов время. Но вообще многие люди интуитивно считали ростовщичество нечестным делом, потому что ростовщик получает барыш, не работая, не прикладывая явного труда. Он просто сидит на мешках с деньгами и обдирает злосчастных клиентов. В Коране ростовщичество вообще запрещено прямым текстом. В христианском мире на ростовщичество тоже смотрели косо и периодически запрещали. Но как бы религия и светские законы не препятствовали этому, люди повсеместно и во все времена давали деньги в долг под проценты. А чтобы обезопасить себя, они давали деньги под залог. И если должник не возвращал долга вовремя, этот залог – вещь, чья цена сильно занижалась при оценке, оставалась у ростовщика, и он перепродавал ее за гораздо большую сумму. Если люди шли к ростовщику, это уже было симптомом большого бедствия. Это означало, что этому человеку перестали верить в долг торговцы и хозяева их квартир.
Им приходилось соглашаться на грабительские проценты и залог заведомо низкооцененных вещей. Все это знали, все понимали, что ростовщики пользуются положением заведомо бедствующих людей и делают его намного хуже. Потому что если у тебя уже нет денег, с какой стати они у тебя появятся через 2 недели, да еще и с процентами. И поэтому студенты-нигилисты и просто бандиты не чувствовали никакого морального препятствия дать любой процентщице Алене Ивановне полбу топором и забрать неправедным путем нажитые богатства. То есть бизнес был опасный, что в свою очередь стимулировало процентщиков быть людьми жестокими и бездушными. То есть в отличие от коммерческих кредитов, суд на бизнес, которые считались оправданными, легальными и позитивными, частные долги были чем-то негативным, полузаконным и позорным. Разумеется, аристократы, самая-самая верхушка общества, часто жили в долг, фактически под залог будущих доходов, наследства или продажи земли. В России в XIX веке казна давала помещикам суды под залог имений или крепостных крестьян. Операция, отлично знакомая вам со школы из романа «Мертвые души», если вы не спали на уроках литературы. Чичиков по дешевке скупает мертвые души, чтобы заложить их в опекунский совет и взять под них суду, которое, по всей видимости, никогда не собирается возвращать родному государству. Но для нормальных средних людей долг всегда был чем-то плохим, тем, чего стыдились, из-за чего стрелялись. Я хочу, чтобы вы очень хорошо осознали эту разницу. Коммерческая ссуда была нормальной частью бизнеса. Банки имели механизмы давать в долг купцам, промышленникам и помещикам. Это были узаконенные, надежные сделки, не несущие никакой социальной стигмы. Но если простой маленький человек, человек Гоголя и Достоевского или Джека Лондона, если такая мелочь пришла брать взаймы, это означало, что у него не просто нет денег, а что его репутация совершенно испорчена, и ему не верят в долг ни в одной лавке. И поэтому ему приходится идти к ростовщику, фактически бандиту, который будет потом выбивать из него деньги или силой, или какими-нибудь исключительно аморальными методами, например, присваивая обручальное кольцо его покойной матушке. Только в конце XX века кредитные карты смогут пробить вековое убеждение публики, что в долг берут только нищеброды, и построить новую инфраструктуру, и создать совершенно новый мир, где практически любой взрослый человек, не имеющий за душой никакого поместья, может всю свою жизнь жить в долг. Современные кредитные карты появились в результате развития нескольких практик, появившихся где-то начиная со второй половины XIX века. Как я уже говорила, многие магазины в то время были готовы отпустить товар постоянным клиентам в долг. У людей были счета в магазинах, и это снимало необходимость таскать с собой бумажник, набитый деньгами. А для дам это, в принципе, снимало необходимость заботиться о финансах. Хозяйка записывала все покупки на счет мужа, после чего муж их оплачивал в конце месяца. Так вот, большие магазины, у которых было очень много покупателей, начали вводить так называемые покупательские жетоны. Постоянным покупателям выдавалась или картонная карточка, или в более продвинутых местах жестяной номерок, на которых были написаны имя клиента и номер их счета, чтобы приказчики не перепутали, на чей счет записать покупку. Иногда этот жетон имел даже дырочку, чтобы его можно было повесить как брелок на ключи или на часовую цепочку. Поначалу этот жетон работал только в одном магазине. Но то, что вам дали такой жетон, уже было хорошим признаком. Это означало, что вам доверяют. И вы могли принести брелок от одного магазина в другой, как доказательство того, что вы регулярно платите по счетам, что вы хороший покупатель. И если, к примеру, в городе появлялся новый магазин,
хозяин которого вас еще не знал, то вы могли предъявить расчетные жетоны из соседнего магазина, и это сразу поднимало вас в глазах продавца. Вам могли сразу начать давать в долг и завести на вас счет. Это еще не кредитная карта, но это первый шаг к ее появлению. И один из таких платежных жетонов, Charge Plate, разработанный в 1928 году в США, был сделан из листового металла, на котором рельефно выдавливали имя клиента и номер его счета. При покупке жетон вставлялся в специальный механизм, сверху клался платежный лист, а на него копировальная бумага, и машинка чик-чик отпечатывала рельефные буквы жетона на платежку. Это было уже очень похоже на механизм работы импринтера кредитных карт до появления магнитных полос. Я еще застала эти ручные машинки, печатавшие на кассе чек с кредитки на такие тонкие прямоугольные бумажки. Сейчас это уже экзотика. С распространением крупной бытовой техники в 20 веке магазины начали позволять своим клиентам не погашать долг по счету каждый месяц, как раньше, а фактически брать товар в рассрочку, растягивать плату за крупные покупки на несколько месяцев. Но за эту привилегию они начинали брать с вас процент с долга, чтобы обезопасить себя в случае, что вы так и не сможете расплатиться за ваш граммофон. И так возник еще один важный принцип современных кредиток. Вы не обязаны выплачивать весь долг в конце месяца. Вы можете держать на карте баланс. Просто это встанет вам в копеечку. Но кредитные счета продолжали существовать в отдельных магазинах. Не существовало одного универсального клиентского кредитного счета, на который вы могли бы оформить покупки в разных местах. Первый прорыв в этой области совершила новейшая отрасль – авиапутешествия. В 40-х годах появляется Air Travel Card, которые авиакомпании выдавали своим еще очень немногим постоянным пассажирам. С картой Air Travel вы могли заплатить за билет в любой из нескольких участвовавших авиакомпаний. А если вы летали по делам, ваше предприятие могло оплатить ваш счет. Аристократы и помещики ушли в прошлое, но личный кредит все еще являлся привилегией богатых, привилегией бизнес-элиты, людей, которых поставщики сервисов знали в лицо, знали, что они платежеспособны, и поэтому верили им в долг. В 1950 году нью-йоркский бизнесмен Фрэнк Макнамара обедал с клиентами в ресторане и понял, что забыл кошелек. Ему пришлось звонить жене, чтобы та приехала и оплатила счет. А пристыженный Макнамара начал задумываться об универсальной платежной карте, которая помогла бы ему избежать подобных конфузов в будущем. Так родилась компания Diners Club International, которая считается сейчас первой компанией универсальных кредитных карт. Теперь бизнесмен, который периодически водил на обеды своих клиентов в разные рестораны Нью-Йорка, мог в каждом из этих заведений предъявить вместо оплаты свою карточку Diners Club, а рестораны уже предъявляли счет его банку. Первоначально Diners Club включал 27 ресторанов, 2 отеля и 200 друзей и знакомых Макнамары. К началу следующего года в Diners Club было уже 20 тысяч членов, и они начали привлекать к своему бизнесу прокат автомобилей и цветочные магазины. Эта идея была подхвачена и развита конкурентами. Однако до самого 1958 года никому не удавалось успешно создать финансовую систему, в которой кредитная карта принималась бы действительно большим количеством бизнесов и в разных городах. Это все еще были карточки для своих, для коммерсантов, живущих в Нью-Йорке, для гостей отелей Hilton и так далее. Наконец, в 1958 году Bank of America решился на рискованную операцию. Он разослал кредитные карты сразу 60 тысячам жителям города Фресно в Калифорнии. Благо, во всем Фресно 45% жителей пользовались услугами одного банка. И сделав такое большое количество горожан держателями своих карт, банку удалось убедить большинство городских бизнесов принимать к оплате их
Банк Америкард, а затем и бизнесы других городов. Потихоньку-полегоньку Банк Америкард разросся до международной корпорации, которую мы сейчас знаем под именем Visa. Но далеко не все бизнесы были прямо сразу готовы пойти на риск и принимать к оплате вместо денег кусок пластика. Еще в 70-х годах прошлого века кредитные карты даже в США принимались далеко не в каждом магазине, и вы должны были сначала убедиться, что здесь принимают кредитку вашего типа, то есть найти логотип Visa или MasterCard где-нибудь рядом с кассой. А потом кассир должен был проверить вашу карту по книге украденных номеров и сличить вашу подпись на чеке с образцом подписи на карточке и позвонить в банк, чтобы убедиться, что на вашем счету есть деньги. Сейчас электронные системы проверки позволяют торговцам за доли секунды проверить, что карта действительна и что у ее держателя достаточно средств. А в прошлом веке это было долго и хлопотно, и далеко не все страны охотно начали внедрять у себя систему кредитных карт. Вы понимаете, что в Советском Союзе кредитных карточек не было, потому что советский человек не должен жить в долг. Наши люди в булочную на такси не ездят. Но это касалось не только социалистических стран. В некоторых странах дебетные карты были куда более распространены, чем кредитные. Даже уже в эпоху повсеместной компьютеризации. Если верить интернету, Япония до сих пор остается одной из немногих развитых стран, ориентированных на наличные. Во-первых, потому что культура Японии не приветствует долг, а во-вторых, потому что в Японии носить с собой в карманах пачку наличных гораздо более безопасно, чем, к примеру, где-нибудь в Детройте. Но почему люди и бизнесы вообще вдруг стали так охотно пользоваться кредитными картами? По нескольким причинам. Для потребителя преимущества кредитной карточки очевидны. Во-первых, кредитная карточка позволяет вам совершать покупки в тех местах, где общение с вашим банком по какой-то причине невозможно. Если в 50-е годы для этого достаточно было просто уехать в соседний город, то сейчас вы оказываетесь в такой ситуации, к примеру, перелетая в другую страну. Затем, кредитная карта позволяет вам получить краткосрочную ссуду без того, чтобы идти в банк и совершать всю эту пляску с бубном для оформления потребительского займа. Причем кредитные карты предоставляют льготный период в течение примерно месяца, когда вы можете вернуть займ без всяких процентов. То есть, если вы регулярно оплачиваете счет по кредитной карточке, то вы фактически пользуетесь беспроцентным кредитом. Далее. Если ваша кредитная карточка окажется в руках жуликов, это, конечно, неприятно, но это гораздо менее неприятно, чем если жулики получат доступ к вашей банковской информации, связанной с вашим основным банковским счетом. А сейчас многие кредитные карточки предоставляют защиту от мошенничества, и если вашей кредитной карточкой кто-то воспользовался, то вы можете успешно оспорить эти покупки и ничего не платить или выплатить только минимальную сумму ущерба. Что же касается бизнесов, продавцов и поставщиков услуг, то кредитные карточки, во-первых, снижают сопротивление клиентов совершить покупку по сравнению с оплатой наличными. Люди менее охотно расстаются с реальными физическими деньгами, чем с виртуальными деньгами на кредитной карточке. Кредитные карточки снижают количество налички в кассах, что тоже является большим плюсом для торговцев, уменьшая вероятность грабежей или ущерб от грабежа, если он случится. И если в старые времена каждый раз, чтобы предоставить кредит покупателю, торговец должен был самостоятельно оценивать его надежность или брать на себя все риски, то после появления кредитных карточек торговцы легко дают в долг всем встречным и поперечным, перекладывая эту обязанность на кредитную компанию или банки. На самом деле сейчас практически не осталось классических кредитных компаний, выпускающих кредитные карточки. К примеру, MasterCard –
Это не какая-то организация, которая дает вам деньги в долг. Она была ей раньше. Но сейчас карты MasterCard выдаются разными банками, которые имеют соглашение с компанией MasterCard. И когда вы пользуетесь своей MasterCard, вы берете в долг не у компании MasterCard, а у своего родного банка, который выдал вам карточку. Поэтому ваши кредитные карточки сейчас, как правило, выглядят точно так же, как ваши дебетовые. Просто у них в уголке нарисован логотип Визы или MasterCard или Мир. Что же тогда делают эти компании, если они даже не предоставляют деньги? Я объясню. Допустим, вы махнули кредитной карточкой в магазине, скажем, в Заре. Это не означает, что продавцы Зары в конце дня садятся на телефон и начинают: «Алло, банк? Приходила Юля Большакова, купила шапочку, и теперь вы нам должны $10. А с другой стороны банк: «Так, Большакова Юля, ага, есть такая, Зара, $10. А, простите, где вы находитесь, в каком вы городе? Ага, понятно. Хорошо, записал, пришлем в ближайшее время». Этого не происходит, потому что существуют специальные огромные электронные системы обслуживания кредитных карт. С точки зрения продавца и с точки зрения банка это происходит само. С одной стороны выставляется счет, с другой счета оплачиваются. Огромное количество покупателей с одной стороны и огромное количество клиентов банка с другой. И между этими счетами происходят взаиморасчеты. И именно вот эта информационная система и является Визой или MasterCard или Мир. За эти услуги они получают свой процент и сборы за обслуживание. Как же эта вроде бы полезная система получила такую скверную репутацию? Это произошло не раньше 1980-х годов. До 70-х примерно кредитные карточки давались только солидным состоятельным людям с постоянным заработком и хорошей репутацией. Банки давали кредит только тем, кто этот кредит мог выплатить. Но в 80-е годы это представление полностью изменилось. Какой-то гениальный прохиндей сказал: а почему мы сами себя грабим? Ведь если клиент полностью выплачивает долг по кредитке в конце месяца, то единственное, что нам достается, это очень небольшие деньги сборов за обслуживание карты. Но если клиент не сможет выплатить долг, ему начнут начислять проценты. 30%, 40%. И клиент окажется в нашей долговой кабале. Он будет выплачивать долг до конца своей жизни. Никто, конечно, не объявлял это в открытую, но в 80-х годах кредитные карточки в Америке начали очень агрессивно рекламировать себя студентам. Людям, у которых вообще не было зарплаты. Они устанавливали киоски прямо в университетских кампусах и раздавали бесплатные футболки, летающие тарелки и прочие ништяки, предлагая волшебную пластиковую карточку, которая позволяет вам купить все, что вам хочется, даже если у вас нет денег. И молодежь массовым порядком начала оказываться в огромных долгах. Ситуация стала настолько катастрофической, что она потребовала вмешательства правительства. И в 2009 году в Соединенных Штатах был принят специальный закон, который защищал молодежь от злоупотреблений со стороны кредитных компаний. Но не то, чтобы это полностью решило проблему. Люди в большинстве своем продолжают только приблизительно понимать, как работают кредитные карточки. Никто же не читает весь договор обслуживания. В лучшем случае вы посмотрите, сколько платить помесячно и какой процент. Еще какие льготы карточка вам дает, бонусы. Но если вас неожиданно спросить, а что будет, если вы забудете в один месяц погасить баланс? Вас за это оштрафуют? Или если вы выплатите не все, а что-то останется, процент начнет начисляться на остаток или на всю сумму? С какого числа месяца? И если вы не знали, что вас оштрафовали, сумма штрафа, небось, прибавится к долгу, и на нее тоже начнет капать процент. Вы знаете, что некоторые кредитные карточки начинают штрафовать вас, если вы не пользуетесь этой картой достаточно долгое время?
Ну вы, блин, даете. Это вопиющий пример. Но когда вы читали весь этот мелкий-мелкий шрифт? Современные кредитные карты могут предоставить вам большие преимущества в виде легкого кредита, различных льгот и наград, бонусов и поинтов, обеспечить вам относительную безопасность при покупках онлайн. В грамотном пользовании кредиткой могут быть большие плюсы. Но одновременно, если кредитной картой начинают пользоваться люди малоответственные, со слабой финансовой грамотностью, это может привести к серьезным проблемам. Выплата кредита может растянуться на годы, за которые вы можете переплатить банку в форме процентов огромные суммы поверх вашего изначального долга. Оставлю вас с этой тревожной мыслью. Спасибо вам за внимание, с Новым годом! И я призываю вас никогда не иметь долгов, потому что ситуации бывают разными, жизнь случается, но всегда знать свои права и обязанности по отношению к вашим долгам. Читать мелкий шрифт. Всего вам доброго. До новых встреч.